Раиса Ивановна вошла в кабинет с ведром и тряпками. Ей предстояло убрать помещение, в котором хозяин дома распаковал очередную вещь, привезенную из экспедиции. Домработница включила свет, натянула резиновые перчатки и ахнула от ужаса. Венедикт, хозяин дома, лежал на полу. Пустые глаза смотрели в потолок. Раиса подбежала к нему, но он уже не дышал. Рядом никого не было. Только какая-то уродливая скульптура стояла на постаменте. Венедикт Пивоваров был известным коллекционером различных артефактов. Из своих экспедиций он привозил к себе домой скульптуры, найденные в затерянных городах, маски из египетских пирамид, картины из замков Трансильвании. Все его деньги уходили на эти поездки. В целях экономии некогда богатый коллекционер был вынужден уволить охрану, повара и садовника. Всех, кроме Раисы Ивановны, которая много лет следила за чистотой в доме и была коллекционеру как член семьи. Свою последнюю находку он нашел в Чернобыле. Странная скульптура из арматуры и бетона была им найдена во время нелегальной экспедиции к атомному реактору. Коллекционер понял, что эта уродливая глыба должна быть в его коллекции. И спустя 3 недели скульптура была доставлена в его поместье и стояла запакованная в центре кабинета. Пивоваров достал ломик и открыл огромный ящик. Мужчина стал подробно изучать свою находку. На первый взгляд это было всего лишь бетонное изваяние. Но Венедикт чувствовал, внутри скульптуры есть что-то загадочное. Он включил ярче свет и стал изучать фигуру с расстояния нескольких метров. Неожиданно в районе головы у скульптуры появился вертикальный рот с зубами, и одно за другим стали появляться какие-то окружности. Коллекционер не поверил своим глазам. Раздался неприятный звук, как будто кто-то испустил газ, и под скульптурой образовалась вонючая липкая жижа. Венедикт не сводил глаз с глыбы. Он подошел ближе. Лицо статуи пришло в едва уловимое движение. Это было последнее, что Пивоваров видел в своей жизни. Раиса Ивановна терпеть не могла картины и скульптуры. А уж последнее приобретение покойного хозяина и вовсе считала уродливым. Особенно ее раздражало то, что из скульптуры текло нечто вонючее и коричневое. Домработница мыла эти пятна на полу и никак не могла понять, почему эта груда бетона их испускает. С одной стороны, Раиса Ивановна могла бы ничего уже не мыть. Ее хозяин был мертв и замечаний за плохую работу ей сделать не мог. Но с другой стороны, она 3 дня назад получила от него аванс, а значит, работу свою была обязана выполнить в срок. Домработница терла под скульптурой и старалась на нее не смотреть, потому что считала ее до ужаса страшной. Раиса натирала паркет, когда в кабинет вошли 2 полицейских. Они хотели допросить домработницу. Тот, что моложе, остался осматривать кабинет, а со вторым, он был седовласым, Раиса Ивановна вышла в помещение столовой. Там за чашкой кофе она узнала, что хозяин ее умер не от сердечного приступа, как она считала, а от того, что шея его была сломана, и, скорее всего, это убийство. Домработница выронила чашку из рук. Кому было нужно убивать ее хозяина? Полицейский сдвинул брови и спросил, где накануне вечером была Раиса Ивановна. В эту минуту из кабинета раздался грохот. Полицейские и домработница вбежали в помещение и увидели, что молодой детектив, который остался осматривать кабинет, лежал на полу бездыханным. Уродливая скульптура стояла на месте. Под ней снова появилась свежая жижа. В доме произошло еще одно убийство. Седовласый полицейский достал пистолет и начал водить им из стороны в сторону. А Раиса Ивановна побежала на кухню за ножом. Но когда она вернулась, то второй полицейский тоже лежал на полу бездыханным.
Раиса вскрикнула и выронила нож. Но самообладание вернулось к ней быстрее, чем остыли тела детективов. Она решила во что бы то ни стало найти убийцу. Первым делом она отправилась в комнату охраны. Человека, следившего за порядком, у них давно не было. Его уволили в целях экономии. Но из помещения охраны можно было по камерам посмотреть, что происходило в различных частях помещения, в том числе и в кабинете. Отмотав запись назад, Раиса Ивановна увидела, что вот седовласый полицейский стоит, а уже через секунду лежит. Но как это произошло? Домработница достала телефон, включила режим медленной съемки и навела на экран. Опять отмотала видео на момент, который предшествовал падению стражи порядка, и нажала play. Затем она выключила съемку и открыла видео, которое сняла. В замедленном формате она увидела, что между полицейским и скульптурой появился мутный след. Как будто с невероятной скоростью кто-то сбил полицейского. Да так быстро, что даже в режиме замедленной съемки это было невозможно снять. Также Раиса Ивановна обратила внимание, что гибель детектива произошла после того, как он какое-то время в упор смотрел на статую. Домработница набрала полицию и сообщила, что в доме еще 2 бездыханных тела. Приехавшие сотрудники опечатали дом и запретили всем, в том числе и Раисе Ивановне, приближаться к поместью до тех пор, пока ведется следствие. Домработница чувствовала, что причиной убийств является эта скульптура, но как и почему она убивала, женщина не могла понять. Зная все тайные входы и выходы, ночью она прокралась в дом. Раиса еще раз прокрутила видео на телефоне. Скорее всего, скульптура убивает или взглядом, или молниеносным ударом массы своего тела, предположила женщина. Она стала думать, почему же ее эта скульптура до сих пор не тронула. А потом она поняла. Все это время она ни разу не посмотрела уродливой конструкции в лицо и вообще старалась на нее не смотреть. Значит, погибали только те, кто в открытую смотрел на эту груду бетона. Домработница решила во что бы то ни стало разгадать способы, которыми скульптура убивала. Решение пришло в ее голову само собой. В течение ночи Раиса таскала из подсобки садовника кирпичи и бетон. Стараясь не смотреть на скульптуру, она построила перед изваянием стену, которая доходила Раисе Ивановне примерно до груди или чуть выше. Довольная собой, она отправилась спать в гостиную на диван. Нужно было дождаться, когда цемент между кирпичами застынет. Уставшая от тяжелой работы, она проснулась только под вечер следующего дня. Выпив кофе, домработница отправилась в кабинет. Скульптура стояла там же. Бетон между кирпичами за это время затвердел, и стена казалась очень прочной. Решив себя обезопасить, Раиса взяла упаковку мусорных мешков и стала набивать их землей из клумбы. В течение нескольких часов сразу за кирпичной стеной она построила еще одну из мешков с землей. Когда она поняла, что ее странная конструкция готова, домработница позвонила в полицию и в скорую. Она сообщила, что в доме профессора вот-вот будет совершена еще одна попытка убийства, жертвой которой, возможно, станет она. Раиса Ивановна стала за преградой из кирпичей и мешков с землей, нажала на телефоне режим медленной съемки, навела камеру на скульптуру и уставилась на уродливое создание в упор. Она смотрела не моргая, камера продолжала снимать. Ничего не происходило. Домработница даже расстроилась, что все ее труды были напрасными. Она смотрела на статую уже почти минуту, но скульптура ее как будто не замечала. Но неожиданно в тот момент, когда Раиса решила моргнуть, она потеряла сознание. Через несколько часов или дней Раиса открыла глаза. Вокруг ее кровати собрались ее муж и дети. Они сообщили ей, что ее нашли неделю назад без сознания,
со сломанными ребрами под грудой кирпичей и мешков с землей. За ее жизнь все это время боролись лучшие врачи. Хриплым голосом Раиса попросила свой телефон, а когда ей его дали, она включила последнее видео. На нем уродливая физиономия скульптуры приблизилась к домработнице и вернулась на место. Даже в замедленном формате это заняло у железобетонной груды всего лишь секунду или даже доли секунды. Но этого было достаточно, чтобы доказать, что эта статуя способна двигаться и убивать. «Звоните в полицию», – прохрипела домработница. «Я нашла преступника». Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!